Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о том, что на самом деле представляет собой жизнь в тропиках. Многие из вас, наверное, когда слышат слова «Панама», «тропики» и «Латинская Америка», сразу представляют джунгли, полные опасности, ядовитых змей и смертельных болезней. Но так ли это на самом деле? Давайте разберем 10 самых популярных страхов европейцев о тропической жизни и узнаем, что из этого правда, а что просто голливудские мифы. И на первом месте у нас малярия и тропические болезни. Ожидания. В тропиках на каждом шагу вас ждут смертельные болезни, особенно малярия. А реальность на самом деле такова, что лучше обратиться к статистике. В 2024 году в Панаме было зарегистрировано около 15 тысяч случаев малярии по сравнению с 12 тысячами в 2023 году и только 2 смертельных случая впервые с 2017 года. Это при населении более 4 миллионов человек. Малярия концентрируется в отдаленных коренных регионах, особенно в зонах миграции через Дарьенский пробел. В городах и туристических зонах риск практически нулевой. Для сравнения, ежегодно в Европе от гриппа умирает около 25 тысяч человек. Следующий пункт. Огромные пауки и насекомые-монстры. Ожидания. Везде ползают пауки размером с тарелку и жуки-гиганты. И какова же наша реальность? Да, насекомые здесь крупнее, но они не агрессивны к человеку. Большинство впечатляющих пауков, таких как золотые ткачи, совершенно безвредны. Они даже полезны, они ловят комаров и мух. Интересная статистика. В мире зарегистрировано всего около 100 видов пауков, опасных для человека. Из более чем 50 тысяч известных видов. Это всего 0,2%. В Панаме из нескольких тысяч видов пауков действительно опасными считаются только пауки-отшельники и некоторые виды птицеедов, но они крайне редко встречаются в жилых зонах. Ни разу за 3 года ни одного птицееда или паука-отшельника я не встретил. Третий пункт. Ядовитые змеи за каждым углом. Ожидание. Стоит выйти из дома, как вас обязательно укусит смертельная змея. Реальность. Статистика показывает совсем другую картину. В Центральной Америке основная опасность исходит от гремучих змей, которые действительно встречаются в сельскохозяйственных районах, но случаи укусов крайне редкие. Для сравнения, в США ежегодно происходит от 7 до 8 тысяч укусов ядовитых змей, из которых около 5 заканчиваются летальным исходом. В Панаме точной статистики нет, но случаи еще реже из-за меньшей плотности населения. Змеи слышат вибрации и уползают задолго до вашего приближения. За 3 года жизни в Панаме лично я не встретил ни одной змеи. Четвертый пункт. Ядовитые растения и деревья-убийцы. Ожидание. Любое растение может быть смертельно опасным. Реальность. В Панаме действительно встречаются токсичные растения, включая дифенбахию. Сок многих растений этого рода достаточно ядовит, и работать с дифенбахией рекомендуется в перчатках, а после мыть руки с мылом. Также есть сердце Иисуса или калладиус. Все его части ядовиты для людей, домашних животных и скота. Контакт с соком растений на коже может вызывать раздражение. Проглатывание калладиума может привести к жжению, отеку губ, рта, языка и так далее и тому подобное. И педилантус или дьявольский хребет. Все части растений ядовиты. При обращении с ним нужно быть осторожными, пользоваться перчатками. Сок токсичен, вызывает воспаление при попадании на кожу рук или глаз. Естественно, в Панаме есть ядовитые растения. Как ни странно, некоторые из них даже используются как декоративные, потому что, как вы могли заметить, большинство токсичных и ядовитых историй связано с соком этих растений. Но, тем не менее, давайте посмотрим на реальную статистику. Для примера, в США ежегодно регистрируется около 70 тысяч случаев отравления растениями, из которых менее 5% требуют госпитализации, а смертельные исходы вообще единичные в год для всей страны. В Панаме случаи отравления растениями настолько редки, что не ведется отдельная статистика. Большинство местных ядовитых растений вызывает лишь раздражение кожи и расстройство желудка при случайном контакте. Местные жители с детства знают, что безопасно, а что нет. В городах и культивируемых зонах растения безопасны. Главное правило – не есть незнакомые плоды, как, собственно, и в любой другой стране мира. Дальше. Хищники и агрессивные животные. Ягуары и крокодилы охотятся на людей. Реальность. Согласно статистике, нападения животных в Латинской Америке самую большую опасность представляют акулы. В Панаме зарегистрировано 27 нападений и 17 смертей за всю историю наблюдений. Что касается наземных хищников, то нападения ягуаров на людей настолько редки, что даже не фигурируют в статистике.
Последний зафиксированный случай нападения ягуара на человека в Панаме был несколько десятилетий назад. Крокодилы тоже крайне редко нападают, они предпочитают рыбу и мелких животных. Гораздо больше шансов пострадать от бродячей собаки или даже удара молнии, чем от дикого хищника. На самом деле видел даже в интернете информацию о том, что ягуары чаще нападают на домашний скот, чем на людей, и люди убивают ягуаров, к сожалению, гораздо чаще, чем ягуары людей. Вот. Что касается крокодилов, мне кажется, в каком-то из видео я упоминал, что буквально пару лет назад был случай, как рыбак чистил лодку, перевернул ее, кровь от рыбы вылилась в водоем, на эту кровь приплыл крокодил, и рыбак пострадал. Вот. Пострадал, со смертельным исходом, к сожалению. Крокодилы на людей предметно не охотятся, но по воле случая может быть настолько все печально. Дальше. Смертельные лихорадки от жары. 6 пункт. Ожидание. Тропическая жара убивает европейцев. Реальность. Статистика показывает обратное. Берем снова для примера США. От экстремальной жары ежегодно умирает около 1500 человек. В основном это пожилые люди без доступа к кондиционированию. В Европе во время жары 2003 года погибло более 70 тысяч человек, а в 2022 году еще 61 тысяча. В тропиках, где температура стабильна круглый год, порядка 30 градусов, организм адаптируется за 2-3 недели. Местные жители прекрасно живут в этом климате веками. Главное – пить много воды, 2-3 литра в день, носить легкую светлую одежду и избегать прямого солнца в полдень. Кондиционеры здесь есть везде, где они нужны. Многие европейцы даже чувствуют себя лучше в стабильном тропическом климате, чем в изменчивой европейской погоде с резкими перепадами температур. 7 пункт. Отсутствие цивилизации и медицины. Ожидания. В тропиках нет нормальных больниц и врачей. Какова же у нас реальность? По данным ВОЗ, Панама имеет один из лучших показателей здравоохранения в Латинской Америке. Средняя продолжительность жизни здесь 78,5 лет. Это выше, чем в некоторых штатах США. Частные клиники Панамы аккредитованы JCI, это Joint Commission International. Это стандарт, которым аккредитованы лучшие больницы Европы и США. Многие врачи учились в университетах США и Европы, получили международную сертификацию. Медицинский туризм в Панаму растет на 15% ежегодно. Американцы и канадцы приезжают сюда на операции, которые стоят в 3-4 раза дешевле при том же качестве. 8 пункт. Непригодная для питья вода и экзотические отравления. Ожидание. Вода из крана убьет вас, местная еда вызовет страшное отравление. Реальность. Статистика ВОЗ показывает, что в городах Панамы качество воды соответствует международным стандартам. 97% населения имеет доступ к безопасной питьевой воде. Это выше, чем в некоторых регионах США или Восточной Европы. Ежегодно в США, например, регистрируется 48 миллионов случаев пищевых отравлений. Это каждый 6-й американец. В Панаме статистика пищевых отравлений среди туристов не превышает 3-5%. Большинство случаев связано с употреблением уличной еды без соблюдения правил гигиены или отравления алкоголем. Местная кухня, приготовленная в ресторанах с соблюдением стандартов, абсолютно безопасная. 9 пункт. Постоянные ураганы и природные катастрофы. Ожидание. Каждый месяц происходят разрушительные ураганы. Реальность. Есть такая удивительная статистика, что между 1982 годом и 2008 Панама пострадала от 32 природных катастроф с общим ущербом почти на $90 миллионов и 250 жертвами за 26 лет. Панама находится вне основного пояса ураганов, в отличие от соседних стран. У нас ураганов нет вообще. Для сравнения, ураган Катрина в 2005 году в США унес почти 2000 жизней за несколько дней. С 1990 года Панама пережила более 40 климатических катастроф, но в основном это локальные наводнения и оползни. У нас есть сезон дождей с мая по ноябрь, но это не означает постоянные потопы. Дожди обычно идут 2-3 часа после обеда, а потом выходит солнце. В Европе ураганы, наводнения и снежные бури случаются чаще и наносят больший ущерб. И заключительный пункт, который, я думаю, крутится у вас на языке, и вы его все ждете, это социальная опасность и преступность. Ожидание. Латинская Америка – это постоянная опасность для жизни. Какова же реальность? Давайте сравним цифры. Уровень убийств в Панаме в 2024 году составил 11 человек на 100 тысяч населения. Это меньше, чем в Сент-Луисе, США, где 64,5 человека, Детройте, где 40 человек, или Новом Орлеане с теми же 40 человеками на 100 тысяч населения.
В туристических зонах Панамы уровень преступности сопоставим с европейскими столицами, например, в Коста-Ковьеха, это исторический центр, или Бакете, индекс безопасности выше, чем в Неаполе, Марселе или некоторых районах Лондона. По данным World Population Review, Панама занимает 60-е место в мире по безопасности из 160 стран. Это безопаснее Мексики, Бразилии, большинства стран Африки и даже некоторых регионов США. Основные проблемы концентрируются в определенных районах столицы, которые туристы и экспаты легко избегают. Соблюдение элементарных мер предосторожности работает везде одинаково. Подводя итоги, большинство страхов о тропиках основаны на фильмах, старых стереотипах и недостатке информации. Конечно, тропическая жизнь имеет свои особенности, но она не более опасна, чем жизнь в любой другой части мира. Главное – это здравый смысл, адаптация и уважение к местной природе и культуре. Если вы думаете о переезде в тропики или просто планируете путешествие, не давайте страхам останавливать вас. Миллионы людей живут здесь счастливы и безопасно. А какие у вас есть страхи о тропиках, пишите в комментариях, развеем мифы вместе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в следующем видео.